Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы разберем торговую стратегию, которая называется Trend Lines. Более подробно, как всегда, можно ознакомиться с условиями данной стратегии на сайте strategifu.ru. Никаких шаблонов, в принципе, к данной стратегии нам не потребуется, так как данная стратегия основывается только лишь на показании цены. То есть цена будет являться основным индикатором. Валютная пара, в принципе, может быть любой. Временной интервал для начала мы используем часовой график и далее можем перейти и на 5-минутный график для более точного входа в рынок. В принципе, данная стратегия чем-то похожа на стратегию третье касание, а можно даже сказать, она основывается на этой стратегии, но здесь есть более точные уже дополнения для торговли, и в принципе допускается торговля не только при третьем, а при четвертом и даже при пятом касании к трендовой линии. Итак, мы определяем две точки. Вот у нас точка 0 и точка 1. По ним мы строим трендовую линию. Почему мы взяли именно эти точки, а не эту? После первой точки должен быть образован новый максимум. То есть, как в этом случае, обратите внимание, у нас точка 2 образовалась, а после данного касания, после данного минимума у нас переписи максимума не было, поэтому мы этот максимум и не используем. Итак, мы построили уже трендовую линию и ждем третьего касания к этой самой линии. Ожидать рекомендует автор стратегии лучше на 5-минутном графике для более точного входа. В принципе, можно это осуществлять и на часовом графике, но бывают ситуации, когда не так хорошо будет видно приблизительно, в какой точке мы будем подходить к трендовой линии. Вот у нас та самая точка. Обратите внимание, когда мы видели даже здесь нисходящее движение, мы уже приблизительно на трендовой линии 5-8 пунктов выше от нее могли устанавливать ордер buy limit и далее передвигали его вместе с ценой, пока она двигалась, но так и не доходила до трендовой линии. И вот в этой точке, вот обратите внимание, цена наконец дошла, активировала наш ордер. Возможно, здесь мы даже не устанавливали ордер buy limit, а просто входили в рынок, когда визуально заметили данное касание. Далее мы должны были установить наш стоп-лосс, его мы устанавливаем под точкой 1. Take Profit по данной стратегии располагается на уровне переписи точки 2. Вот, обратите внимание, в этой точке мы могли фиксировать всю прибыль, а могли и переставить нашу сделку на трейлинг стоп, здесь зафиксировать часть сделки и далее уже ожидать, когда сделка закроется по трейлинг стопу. Очень важное дополнение, обязательно нужно обратить внимание, чтобы размер нашего стоп-лосса, то есть расстояние от точки 3 до точки 1, было в 2, а лучше даже в 3 раза меньше, чем расстояние до точки 2. То есть меньше нашего тейк-профита в 2-3 раза. Если этого не происходит, мы данную сделку просто-напросто будем игнорировать. Как видите, в данной ситуации у нас тейк-профит равняется около 43-45 пунктов, а стоп-лосс равен около 15 пунктов. То есть мы спокойно здесь входили в рынок. Теперь давайте посмотрим и, например, для продажи. Обратите внимание, у нас имеется первое касание, второе касание. Мы здесь построили брендовую линию, точка 0, точка 1. Также обратите внимание, что здесь у нас был еще один максимум, но минимум здесь не переписывался, поэтому мы этот максимум не использовали для построения трендовой линии. И уже в дальнейшем ждали, когда цена подойдет к этой самой трендовой линии, и на этом самом касании мы будем входить в рынок. То есть точно так же переходили на 5-минутный график и ждали, когда произойдет это самое касание трендовой линии. Стоп-лосс точно так же мы устанавливали в данном случае уже за точкой 1 на несколько пунктов выше, а Take Profit у нас находился на точке 2 на ее переписи. Это последний локальный минимум. Как мы и говорили, наш стоп-лосс должен быть меньше в 2-3 раза, чем наш предполагаемый Take Profit. Как видите, здесь стоп-лосс равен 25 пунктам, а Take Profit расположен на расстоянии 92 пунктов. Здесь почти в 4 раза ожидаемая наша прибыль превышает возможные риски. Также, в принципе, автор допускает торговлю и при четвертом, и даже при пятом касании к этой самой трендовой линии, но это уже на ваш выбор, по вашему усмотрению, и все-таки это будет зависеть от текущей ситуации на рынке. С вами был Сергей Гаспарян, спасибо за внимание, до свидания.